Глубоко уважаемые коллеги, разрешите начать очередную лекцию цикла «Медицинская информатика». Тема крайне важная именно и для медицины. Ну, давайте ее сначала обозначим. Тема информационная безопасность в медицине. И тема крайне важная, в том числе и для медицинских работников, потому что безопасность – это не прерогатива каких-то там технических специалистов. Жизнь, бурное развитие последних лет информационных технологий и проблемы этой информационной безопасности вполне ярко показывает, что проблемы-то, возникающие в этой области, часто возникают из-за персонала-то непосредственно работающего с информацией, то есть непосредственно медицинского персонала, поэтому для него крайне важно понимать, с чем же он имеет дело, и крайне корректно и аккуратно с этой информацией, с этими технологиями, реализующими обмен этой информацией работать. Поэтому давайте внимательно отнесемся к этой теме и обсудим разные ее стороны. Значит, сначала определение дадим в общей форме. Сразу пока вот вы читаете, я скажу, что тут в таком двойственном формате даны разные стороны, как воздействие, так и результаты. Во-первых, информационная безопасность. Это некая деятельность, то есть это не ситуация какая-то, которую вы создали и живете в ней, радуетесь. Это постоянная деятельность, требующая умственных и физических каких-то затрат. Деятельность по предотвращению случайных и преднамеренных воздействий. То есть воздействие будет двух родов. Они могут быть нанесен вред информации как случайным образом, но это несколько такая размытая граница, так и преднамеренно чаще всего наносится. Значит, причинами могут быть искусственного или естественного или искусственного характера, то есть природные факторы могут нарушить сохранность информации, либо это искусственные какие-то влияния могут нарушить информационную безопасность. Ну и результатом-то является воздействие на владельцев и пользователей информации. То есть страдают при этом могут как владельцы, так и пользователи информации. Вот такое вот определение в общей форме. Давайте перейдем к какому-то более специфическому медицинскому. Значит, информационная безопасность лечебно-профилактического учреждения, или, как мы уже на первой лекции сказали, сейчас этот термин, давно привычный в медицине ЛПУ, заменяется новым в документации, по крайней мере, Министерства здравоохранения поступающий. Называется термин МО, медицинская организация. Пока и тот, и другой живут термин. Так что же это такое? Информационная безопасность лечебно-профилактического учреждения или медицинской организации. Это целенаправленная деятельность персонала с использованием доступных сил и средств по достижению состояния защищенности информационной среды лечебного учреждения, обеспечивающая ее эффективное функционирование. И ее, это метод информационной среды, да, или этого лечебного учреждения, эффективное функционирование. Вообще, в принципе, здесь сказано об эффективном функционировании информационной среды, но, в принципе, это приводит и к эффективному функционированию самого лечебного учреждения, то есть выполнению непосредственных этих задач лечебных и диагностических. Потому что, уже без вот этого информационных задач, решения каких-то других задач представить в медицине сложно, каких-то конкретных уже лечебно-диагностических, они все уже становятся информационными, по сути, задачами. Особенно если говорить о диагностических задачах. Ладно, это уже такие тонкости. Тем не менее, мы в результате безопасности предполагаем обеспечить эффективное функционирование лечебного учреждения. Вот такие, значит, определения, относительно которых мы и будем двигаться дальше. Значит, вот здесь вопросы приведены некие немножко, не то чтобы спорные, как меняющиеся, особенно вот такой спорный вопрос, и приведены здесь особенности развития, скажем, медицинских информационных технологий. Первый пункт, мы сказали, как-то пытаемся мы исправлять, создавая это единое информационное пространство некие, но тем не менее до сих пор информационные технологии в медицине развиваются хаотично, разрозненно, разные программы, разные стандарты, часто хранения и обмена информацией. Тем не менее, этот пункт, мы идем к его исправлению, и просто нужно понимать, что мы с этим боремся, и эта проблема еще пока остается актуальной. Значит, второй пункт подчеркивает, что
Чем занимаются информационные технологии, кроме всего прочего, там, накопления какой-то информации о больных? Они занимаются контролем большого количества высокотехнологичного оборудования. То есть то оборудование, которым наполнены больницы, диагностическим, лечебным, оно все основано, оно не просто там дополняется или помогает ему информационной технологии, оно просто из них состоит. Вся его работа основана на информационных технологиях, информационных, компьютерных, и без них оно просто не существует, это оборудование. Значит, как сказать, безопасность вот этих технологий, оно в итоге приводит к безопасности и эффективности функционирования вот этого высокотехнологичного оборудования, которого много, значит, процессов этих много, которые надо защищать. Значит, работы много, да, это как бы актуальность, да, особенность медицинская. Высокая критичность обрабатываемых данных, да, то есть данные, которые обрабатываются средствами информационной технологии, они связаны со здоровьем, а часто и с жизнью пациентов, да, поэтому какие-то ошибки, проблемы, потери, соответственно, влияют на те процессы, с которыми они связаны. Да? Поэтому мы здесь все-таки придаем этим данным высокую критичность ошибок, потерь и так далее данных. Имеется в виду, обрабатывать высококритичные данные обрабатывают информационные технологии в этой области, в медицине. Значит, высокая чувствительность персональных данных, это вот мы будем говорить дальше о конфиденциальности. Данные высокочувствительности, они относятся по некой классификации первой категории персональных данных, то есть первой самой уязвимой категории персональных данных, это сведения о состоянии здоровья. Это они, может быть, даже более важные, чем сведения там, о вашем финансовом состоянии, о каком-то еще там образовании там вашем и политических пристрастиях, о чем-то еще, какие-то сведения можно о персонале, да, иметь. Но вот сведения о состоянии здоровья, это, пожалуй, первая, самая важная категория информации, требующая защиты, да, с точки зрения чувствительности, с точки зрения, в смысле, требующей защищенности информации. Да. Значит, высокая критичность доступности сервисов, вот так вот мудрено сказано. Мы будем отдельно, просто сейчас не буду даже уточнять, вот термин доступность обсуждать. Но тем не менее, потеря доступа к информации, не самой информации, да, а возникновение неких ограничений доступа к ней тоже критичны в обеспечении вот этих вот функций лечебного учреждения в диагностических, и часто и критично они могут отразиться и на здоровье, и на жизни, не дай бог, пациента. Да. То есть везде высокая чувствительность, высокая критичность, высокая технологичность, да, заметьте, высоко, 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 высоко. То есть в медицине вот эти вопросы работы с информацией, еще раз говорю, завязаны на крайне чувствительные и значимые вопросы, отражающиеся на пациенте. Вот как-то я их просто разложил. Вот это не просто сказать, что все здесь хорошо и очень важно. Я их по пунктам попытался разложить. Это некое это понимание важности медицинской информации. Значит, вот еще раз, особенности развития медицинских и информационных технологий. Значит, ну, что еще? Значит, еще раз, да, вот немножко про эти высокие критичности и важности обсудим. Ну, вернее, это мы продолжаем, да, тему. Медицинские информационные системы относятся к первому классу. Это информационные системы, для которых нарушение заданных характеристик безопасности персональных данных, это опять тот самый первый класс персональных данных, который мы упомянули, да, может привести к значительным негативным последствиям для субъектов персональных данных. Вот такие правовые, да, формулировка такая. То есть, еще раз, это из закона о персональных данных, что медицинские информационные системы относятся к первому классу, и нарушение вот, системы безопасности, касающейся медицинских информационных технологий, может привести к значительным негативным последствиям для субъектов, то есть, ну, в первую очередь для пациента, скажем, ну, в какой-то мере уже как последствия для врача, и для врача тоже, кстати, вы должны учитывать, не за все пациент ответит, не за все проблемы, которые вы ввиду своей, скажем, ну, извините, малограмотности в этих технологиях, да, нанесете и лечебному учреждению, и пациенту, и себе в конечном счете, врачу. Тут сказано субъекты персональных данных. Врач он тоже вот в этом процессе является субъектом персональных данных в неких там процессах обмена информацией.
Значит, ну вот такие вот курсивом, да, сказаны просто для примечания, взяты здесь за 19, правда, год информации, вот, которая попалась, да. Медицинские данные на черном рынке часто стоят дороже банковских. То есть за ними охотятся, они какую-то роль играют в негативных криминальных процессах, да. И вот они часто на черном рынке торгуются дороже, чем банковские. Это по чьим-то изучениям, не будем сейчас источник говорить. Смотрите, вот такая тоже информация. Сначала, это, по-моему, лаборатория Касперского, не насколько помню. С начала 2019 года по декабрь, ну, то есть вот за 2019 год в медицинских организациях по всему миру было атаковано каждое пятое устройство. Вот такая статистика, да? То есть медицинские данные интересные, то есть есть и искусственные источники, которым интересно нарушение вот информационной безопасности медицинских учреждений. То есть спрос, скажем, на искусственные, мы правда еще говорим, что есть у нас естественные причины нарушения безопасности, но вот здесь разговор об искусственных источниках нарушения информационной безопасности, об актуальности этой искусственной стороны, да, нарушения информационной безопасности. Вспомните, там определения, да, были естественные источники, естественные воздействия искусственного характера. Значит, вот спрос есть, да, на эту информацию, на нарушение этой безопасности. Значит, с какой стороны, давайте рассмотрим задачи информационной безопасности и, наконец, сформулируем. И, значит, мы их рассмотрим с трех сторон. Задача информационной безопасности в первую очередь будет сохранение целостности данных. И здесь нет такого порядка 1, 2, 3. В конце мы скажем, что они все, в общем-то, эти стороны равноценны и равнозначны в этой сумме. Поэтому вот эта нумерация, конечно, условная, первая, вторая, третья, да. Ну, буквально по перечислению первое. Сохранить целостность данных, пояснить, да. Обеспечить конфиденциальность информации. Это вот вам более знакомо, да, и часто конфиденциальность как синоним безопасности ставить, но это вовсе не так. Значит, и третье, это обеспечить доступность информации. Тоже мы сейчас подробненько вот эти как бы разделы обсудим. Значит, ну и вот начнем по порядку. Первого пункта с целостности информации. Это состояние информации, при котором отсутствует любое ее изменение, либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими на это право. То есть это, ну тут сейчас подробнее даже не буду забегать, это состояние, проще если сказать, сохранение неизменности информации. Или состояние сохранности, что ли, информации. Да, вот если такой синоним привести. Значит, подробнее будет. Вот по поводу того, кто может и что изменять, и что такое субъекты, имеющие на это право, чуть позже. Да. Давайте методы пока рассмотрим. Какими методами можно обеспечить целостность или сохранность информации? Значит, обеспечить отказоустойчивость, то есть выход из строя оборудования вот этого работающего с информацией. Да? Ну, есть такие технологии, некоторые будем в конце лекции перечислять, резервирование, дублирование. То есть информацию нужно размножать, сохранять какие-то резервные копии, куда-то дублировать многократно. То есть вот есть технический такой способ обеспечения целостности именно. Это обеспечение отказоустойчивости, то есть выхода из строя, обеспечение профилактики, что ли, выхода из строя вот этих хранителей, носителей информации, да, или других устройств, рабочих с информацией. Обеспечение безопасного восстановления информации, резервное копирование и архивирование. Ну, это похоже, но это технологически немножко разные вещи. Да? Дублирование – это все-таки автоматическое создание копий, а резервное копирование – это такой, то есть это какой-то непрерывный процесс, да, происходящий, а это процесс периодический, там, ежесуточный, ежемесячный, какой-то еще вот архивирование, создание резервных копий. Кстати, вот то, что здесь сказано, вот эти некие технические намеки, они касаются же не только лечебного учреждения, в котором какой-то инженер создал вот эту систему копирования, дублирования, и все у вас хорошо, и все за вас работает. Это касается, в общем, ваших персональных личных данных, с которыми вы работаете, на своих каких-то носителях храните. У вас всегда есть некий объем информации, пусть там в разной степени конфиденциальности, не будем обсуждать, да, но вашей личной информации, касающейся, ну, не домашних ваших дел, а именно вот рабочих вопросов. И заботиться о ее сохранности, если она влияет на вашу работоспособность, это уже как бы вашей становится задачей. То есть вот это проблемы любого человека, общающегося с устройствами хранения там, и работы с информацией.
Это не проблема там только лечебного учреждения, это общая такая проблема обеспечения целостности. И она на разных уровнях происходит. То есть вот обеспечение целостности или обеспечение сохранности, что ли, как синоним информации. Ну, пусть он будет цел. Так, давайте все-таки более подробно обозначим статическую целостность и динамическую целостность. Вот статическая целостность – это предполагает неизменность каких-то информационных блоков или объектов от их исходного, то есть от их создания в процессе, от момента создания в процессе их передачи и хранения. То есть это некая гарантия того, что созданный некий блок информации остается неизменным в течение времени хранения или при передаче его в некое другое место. И вот эта статическая целостность, это понятно, да, что если информация создана, то должна сохраниться и не искажаться. Да? Понятно. Но не так все просто, информация не всегда остается статичной. Часто в информацию нужно вносить некие законные, вот, разрешенные, как здесь сказано, изменения. Субъектами, как было выше сказано, имеющими на это право. И такую целостность информации мы называем динамической. Динамической – это точность и непротиворечивость при внесении разрешенных изменений. То есть мы, во-первых, определенному персоналу разрешаем с определенным правом вносить изменения, а во-вторых, он должен ее корректно вносить, не нарушая целостности информации, вносить ее точно и не создавать никаких противоречий, да, в этой информационной среде при внесении дополнительной информации или каких-то изменений в уже существующей информации. То есть, видите, здесь некие две части. Статическая целостность, сохранность, вот она сохранность, да? И динамическая целостность, корректность, да, изменений, вот условно назовем вот это статическая целостность – это сохранность, а динамическая целостность – это корректность изменений. Ну, вот, пытаюсь упростить. Значит, вот мы как бы дали понятие целостности, важной стороны информационной безопасности. Давайте дальше. Вот более знакомое всеми слово confidential, конфиденциальность. От латинского confidential, доверие или confident, английское, да, это ограничение доступа. Обратите внимание, тоже двойственность у нас в определении к документированной и недокументированной информации. Доверенному кругу лиц с целью предотвращения разглашения или утечки. Значит, тут сразу, смотрите, эта двойственность о чем говорит? Что это ограничение доступа к неким документам, да, людям, не имеющих права с ними знакомиться. Но и это ограничение доступа на недокументированное распространение. А что такое недокументированное? То есть на устное распространение информации. Если мы кому-то там о диагнозе пошли, рассказали, с кем-то обсудили дома там больного или на лавочке, там, да, во дворе там состояние диагноза там больного, это же тоже будет нарушение конфиденциальности, но в недокументированной форме. Вот вы что должны иметь в виду. Вы не только подписываете там не отдавать никому читать документы, но извините, и трепаться, вот сюда входит не трепаться языком, да, называется по-простому-то, да, вот это распространение недокументированное. Мы должны информацию определять доверенный круг лиц, имеющий право знакомиться с некой информацией. Ну и все, что мы, кстати, говорим, вот эти определения, заметьте, они такие немножко формализованы, потому что они все вытекают из закона Российской Федерации, вот сейчас 149 ФЗ, об информации, информационных технологиях и защите информации. Все вот это определяется законодательством, в том числе и нарушение этого, да, нарушение этих процессов, да, определяется законодательством. То есть это не я вам определение какие-то из учебников взял, а это юридические нормативы. Вот таким значком мы будем обозначать сегодня юридические какие-то моменты. Да? Вот вторая сторона процесса – конфиденциальность или секретность, или как сказать, какой синоним попроще подобрать, да? Неразглашаемость. Ну, с этим всем знакомы из любого фильма понять. Вот мы иногда в чем ошибка нашего персонала в том, что мы вот к конфиденциальности приравниваем информационную безопасность и считаем только ее равной информации. А на самом деле у нас три стороны, да, в информационной безопасности. Так, конфиденциальность, целостность, конфиденциальность. Значит, одну тонкость, давайте еще одно такое примечание медицинское скажем. Медицинской особенностью конфиденциальности может быть ограничение доступа к пациента к информации о своем заболевании. Сложная, да, фраза, но все понимают, что иногда возникает ситуация, но это касается каких-то сложных патологий, онкологических, да, когда это очень сложно, я вот тут конкретно даже примеров не привожу, когда сам пациент не является тем лицом, до которого можно в полном объеме донести информацию. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому вот в итоге-то
определение круга тех самых доверенных лиц, кому доступна информация, это не только правовая, предыдущий пункт, но и деонтологическая задача. Мы пациенту не доносим информацию о его заболевании иногда, да, может быть, вместо него его родственникам. Не потому, что юридически он не имеет права ее получать. Юридически пациент о себе может знать все. Деонтологически, то есть мы не всегда можем донести всю информацию до пациента. Вот чем, заметьте, некое, нигде больше ни в одной из областей, кроме медицины, вот такой, пожалуй, такого вот момента нет, как вот изложенный момент, касающийся конфиденциальности, изложенного вот на этом слайде. То есть определение круга доверенных лиц для получения информации — это не только правовая, но и сложная деонтологическая задача. Да? Вот такое примечание к предыдущему слайду — конфиденциальность. Давайте рассмотрим понятие доступности. Третья сторона, значит, доступность информации. Это гарантия получения информации или ну, так, в более сложной форме, как это сейчас принято говорить, в интернете, получение информационной услуги. Да? Более как-то так вот принято формировать это понятие пользователям или другой информационной системой, потому что мы не только обмениваемся, выдаем пользователям, мы производим и обмен между информационными системами разного уровня, которые опять на первой лекции рассмотрены, да? Нарушение между ними обмена и между пользователями информационной системы за некое конечное время. Конечно, информация требует на получение времени, и это время разное может быть, да, выражаться в секундах, там, в часах, в днях, но тем не менее за некое определенное для этого информации время, при условии подтверждения прав на информацию. Естественно, при условии того, что это... То есть, что такое доступность? Это возможность пользователям, имеющим на это право, за определенное для этой информации время, для каждой информации свое как бы, время получения, да, за определенное время, наконец, получение все-таки информации. Если пользователь лишен этой возможности, этой доступности, то, извините, и все остальное бессмысленно и конфиденциальность, и целостность и так далее. Ну, то есть вот эта доступность, это возможность получить информацию. Ну, естественно, предъявив права, еще раз говорю, и за некое определенное время. Значит, доступность, естественно, определяется способом извлечения информации локальным, да, переносом, но это мы редко, мы уже практически пользуемся вот, дистанционным чаще, да, или сетевым способом доступа к информации. И тут, конечно, у нас больше часто возникает проблем с доступностью, с обеспечением доступности, чем вот при локальном способе. Да, локально эту вот флешку воткнул, да, и списал. Тут меньше проблем с доступностью. Доступности мы часто начинаем говорить, когда переходим, а мы все уже перешли к дистанционному или сетевому способу получения информации. Значит, вот еще раз повторяю, значит, мы рассмотрели разные виды конфиденциальности, целостности и доступности. Значит, давайте теперь все это обобщать. Кстати, очень вам рекомендую. Вот сейчас я вот этот вопрос буду рассматривать с помощью так называемой, ну, кое-кто с вами встречался и знаком, диаграммой Вена. Диаграмма такая удобная в разных случаях, я вам как технологию просто рекомендую, для соединения неких в единое целое неких сторон разных. В частности, с ее помощью мы сейчас попытаемся соединить вот эту целостность, конфиденциальность, доступность в единое понятие информационной безопасности. Ну, давайте начнем. Выглядит она вот так. Это три круга разных цветов. Да? Вот круг первый. Да? Это целостность. Мы ее уже определили, все с ней сказали. Динамическая, статическая. Первая компонента информационной безопасности. Добавляем к ней вторую компоненту. Конфиденциальность. Тоже мы ее обсудили, но это не просто две стороны в данной диаграмме, они пересекаются здесь. Да? Видите, здесь есть некая область пересечения. Что же возникает вопрос, в каких же вопросах, при решении каких же проблем эти две области пересекаются? А пересекаются они с точки зрения хранения. Да? То есть, когда мы, значит, решаем проблемы хранения информации, мы как бы смотрим на это с двух сторон. Во-первых, хранение обеспечивает целостность, во-вторых, хранение должно быть настолько надежно, чтобы к этому хранилищу имели доступ только вот, скажем, определенный круг действия. То есть проблема хранения пересекается, то есть
на пересечении целостности и конфиденциальности лежит процедура хранения информации, вот так скажем, да? То есть, значит, дальше пойдем. Значит, следующий круг, третий круг давайте дорисуем и тоже посмотрим пересечение. Смотрите, третья грань – это доступность. И у нас возникает некое пересечение между конфиденциальностью и доступностью. Да? Значит, этим пересечением является процесс передачи. То есть мы во время передачи пересекаются интересы доступности, то есть мы должны передать так, чтобы информация стала доступной. Но в то же время передать эту информацию, неважно каким путем, локальным или сетевым, так, чтобы не нарушить конфиденциальность. Да? Еще раз, чтобы мы должны реализовать передачу информации таким образом, чтобы обеспечить доступность и не нарушить конфиденциальность. И вот на пересечении конфиденциальности и доступности, заметьте, да, интересно. И здесь почему диаграмма, заметьте, она такая полупрозрачная, она дает на пересечении двух цветов, дает какой-то третий цвет. Она цветовая, диаграмма, это некая интерпретация в виде цветов вот этого пересечения. Пересечение двух цветов дает третий. Ну, трех цветов, естественно, дает еще один цвет. Вот три цвета дают на неком пересечении что-то. Вернее, здесь мы по парам пока рассматриваем, да. Значит, давайте смотрим, а что же лежит на пересечении доступности и целостности. Ну, здесь лежит как раз процесс изменения информации, та самая динамическая, да, целостность, да. То есть, чтобы произвести изменение информации, процесс изменения, он связан, во-первых, с аккуратностью и с корректным сохранением целостности, а во-вторых, процесс изменения должен происходить, вернее, должна быть обеспечена доступность для внесения изменений. То есть процесс внесения изменений требует доступности, но от него требуется целостность. Вот так что ли, да? То есть необходимо вносить, чтобы произвести изменения в информации, она должна быть доступна, но сам процесс, да, изменений. Но производить этот процесс надо так, чтобы не нарушить целостность. Заметьте, да, парные мы какие-то пересечения пока рассмотрели трех сторон. Еще раз вот эта диаграмма Вены. Очень полезная при решении неких вот таких интегрирующих задач, что-то частей в некое целое в демонстрации. Ну и в итоге мы, смотрите, внутри имеем треугольник, значит, давайте я как-то, значит, так, да, значит, чтобы почетче обозначиться. В итоге мы имеем некий треугольник в центре пересечения всех трех сторон. И здесь мы как раз и получаем то самое магическое понятие информационной безопасности, да? То есть еще раз, информационная безопасность есть не что иное, как пересечение трех сторон целостности, конфиденциальности и доступности. Ну вот в таких процессах, да, они пересекаются, вот такие три процесса реализуются на пересечении этих пар, да, но в итоге полностью на пересечении всех трех сторон и образуется это понятие информационной безопасности. Ну и что из такой красоты вытекает? Из такой красоты вытекает лишь одно. Давайте я вот сейчас сформулирую здесь. Смотрите, из такой красоты вытекает следующее. Значит, специально не стал загораживать, чтобы вы еще полюбовались, да, этой красотой цветной. Еще раз говорю, очень полезное такое понятие, что у вас сложилась диаграмма Вена для презентации неких целостного процесса. Да? Так вот, нарушение в любой категории, я уже пытался немножко на это намекать, приводит к разрушению всей системы информационной безопасности, восклицательный знак, да, в конце. То есть нельзя создать систему информационной безопасности, у которой хорошая целостность, плохая конфиденциальность, ну и там хорошая доступность. Неважно, все три стороны должны быть качественные. Как только нарушается любая проблема, бессмысленно сохранять целостность информации и предоставлять доступность, если она не конфиденциальна. Вы все разрушили. Бессмысленно, опять же, смотрите, создавать целостность, обеспечивать информацию, бороться за ее конфиденциальность, но не обеспечить ей доступность. Такая информация тоже бессмысленна, такая информационная система не работает. Ну и в любом сочетании нужно перечислять, чтобы убедиться, что вот это правда. То есть нельзя говорить только о конфиденциальности. И еще раз, вот в этой правде, вот в реализации этой правды, вы лично, как будущие врачи, будете участвовать. Я вам не то, что это обещаю, это не просто правда, это так и есть на самом деле, да, как говорят в анекдоте. Да? Это не правда, это так и есть на самом деле.
Вот что касается вот этого правила, вот вы его себе отложите, не знаю, где-то там внутри себя запишите и так далее, что нарушение любой из рассмотренных категорий приводит к разрушению всей системы информационной безопасности. 3 восклицательных знака. Ну вот так мы их объединили категории, мы их отдельно рассмотрели, еще раз, целостность или сохранность информации, ее защита ее от разрушения, конфиденциальность, защита от неправомерного доступа, напоминаю, как документированного, так и недокументированного. Ну и доступность — это обеспечение средств, чтобы пользователь, имеющий право на информацию, предъявивший свои права в каких-то уже дальше, там, скажем, формах, он мог ее какое-то, ну, как можно короче время, но в определенное время ее получить, информацию. С этим тоже несколько проблемы, да, у нас часто возникают. Ну вот мы как бы 3 стороны рассмотрели. Значит, пойдем дальше двигаться. Пойдем двигаться дальше. Значит, уровни информационной безопасности. Следующее наше такое деление, внутри которого мы будем это рассматривать. Значит, рассмотрим мы правовые вопросы информационной безопасности, административные и технические вопросы. Или программно-технические, будет правильно, или программно-аппаратные, еще много терминов. Значит, вот этот, сейчас он на устах у всех, закон 152 ФЗ о персональных данных. Тоже древний достаточно закон, но во всю ширь сейчас реализующийся во всех, в том числе и медицинских организациях, на каждом шагу вас заставляют, если вы, наверное, это заметили, подписывать всегда некую бумагу о том, что организация может пользоваться вашими персональными данными, неразглашение и так далее, так далее. Да, вот о пользовании персональных данных всегда постоянно какие-то подписи пытаются взять. Это вот все в рамках вот этого закона. Целью федерального закона является обеспечение защиты прав свободы гражданина при обработке персональных данных, в том числе защиты на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Вот так красиво сформулированный закон такой, не просто важный, крупный, очень подробно, очень сильно, как бы активно работающий в любых организациях, не только медицинских, но и медицинских в первую очередь. Потому что мы говорили уже о высокой этой критичности информации, этой конфиденциальности мы обозначили. Поэтому он в особенную силу принимает в медицинских этих организациях. Значит, ну давайте из него... ну и вот этот, мы уже этот упоминали закон, да, это вот о защите, это закон, который технологически описывает этот процесс. Если персональные данные он описывает категории в общении и процессы, происходящие с информацией, то этот описывает некие права на вот поиск. Посмотрите, он регулирует отношения на поиск, передачу, производство и распространение информации. Уже видно, да, заметьте, какие информации. Информацию можно искать, можно получать, можно производить, можно распространять. Заметьте, информация — это продукт такой же, да? Информационный сервис или информационный продукт. Применение информационных технологий и вот эти вопросы защиты. Сегодня же рассматриваем мы, то есть общие вопросы защиты и безопасности рассматриваются вот другим законом того же года, мы уже говорили, 2006-149 федеральным законом. То есть все это жестко регламентирует. Все вопросы сегодня рассматриваем вот этими федеральными законами. Да, вот мы опять вот этот значок, я вам говорил, будет у нас обозначать юридические вопросы. Но у нас сейчас как раз правовой уровень. Значит, что дальше? Значит, основные понятия, вернемся все-таки более такому близкому закону к нашему функционированию 152 ФЗ. И из него маленькие фрагментики, наиболее нам интересные возьмем. Во-первых, определение. Персональные данные. Любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному объекту или определяемому физическому лицу, субъекту. Ну, сложно так. То есть в работе с информацией есть объект, информацию о котором мы распространяем, производим и там защищаем и так далее. И есть субъект, то есть лицо, которое работает, которое эти процессы реализует, да, работу с информацией. То есть в процессе обмена информацией всегда объект-субъект, да, информационный. Значит, вот он и описывает это любая информация, то есть любая информация либо к тому, то есть либо, ну, условно говоря, к пациенту, либо к врачу, относящаяся, является персональным данным. Значит, заметьте, понятия какие определяет. Я вот тут одно подчеркнул, потому что про него отдельно хочется обсудить. Значит, какие понятия? Он определяет, что такое оператор персональных данных, что такое процесс обработки данных, что такое распространение. То есть он дает набор множества определений закон. Я их просто здесь не привожу, их очень много определений и понятий, которые мы только оттуда вот только одно взяли. Да?
Значит, предоставление персональных данных, сам процесс описан, что это такое, блокирование персональных данных, обезличивание персональных данных, вот отдельно хочу поговорить, подчеркнул, информационная система персональных данных. И заметьте, даже такие вопросы, они всплывают иногда, трансграничная, то есть обмен между странами, передача персональных данных, не какой-то информации, а именно персональных данных о пациентах. А она вот и в медицине происходит, и возможно, и понимать это надо. То есть все в законе есть, это наборы, мы как бы все это очень долго обсуждать, и мы не будем обсуждать, мы просто обозначили предмет для обсуждения, это вы сами можете ознакомиться. Значит, давайте вот поговорим про обезличивание, почему нас заинтересовало, потому что непосредственно к вашей вот сегодняшней студенческой деятельности имеет отношение, я сейчас обозначу. На что есть обезличивание? Это действия, в результате которых становится невозможно определить принадлежность персональных данных к конкретному субъекту персональных данных, конкретному лицу. Объекту или субъекту. Здесь, кстати, как субъект обозначен, либо объекту, либо субъекту. Неважно, я вас не буду путать, да, еще раз, персональных данных. Есть объекты, есть субъекты. Вот конкретное лицо, которому принадлежат эти данные, определить невозможно ввиду специальных неких манипуляций с данными. Манипуляция это называется деперсонификация. То есть мы из персональных данных, из неких данных о пациенте, из некого результатов обследования, например, ну тут же берем кардиограмму и из нее убираем фамилию пациента, фамилию врача, название лечебного учреждения, что еще там может быть персонального. Ну и какие-то вот блоки информации, которые мы посчитаем являющиеся персональными. Да? В том числе, заметьте, название лечебного учреждения иногда является, потому что она может позволить проследить этот путь до пациента. Значит, мы удаляем персональные данные пациента, ну и врача тоже, да, пациента и врача, в результате которого невозможно определить принадлежность данных конкретному человеку и идентифицировать его личность. То есть это удаление из некого блока информации именно персональных данных. Ну вот я пример уже с кардиограмм привел, либо с другим обследованием, с любым назначением. Но назначение нет, чаще всего нас интересует именно вот результаты обследования. Результат там диагноза какие-то. Ну диагноз нет, вот именно вот сейчас скажу, вот, с точки зрения деперсонификации нас больше всего интересуют результаты диагностики. Вот зачем-то непонятно, мы в неких случаях берем, не знаю, вы уже догадались, берем некое обследование, неважно, томограмму, рентгенограмму, КГ, там, и зачем-то убираем из него всю персональную информацию. Деперсонифицируем, то есть убираем фамилию не только пациента, но и врача, и часто даже название лечебного учреждения. Ну, это уже так на грани лечебного учреждения. Значит, это обезличивание или деперсонификация. Зачем мы это делаем? Вот здесь в конце сказано, ну давайте дойдем. Что самое важное, как только информация, данные, которые мы обезличили, перестают быть конфиденциальными. То есть кардиограмма-то осталась, процесс, все, вот оно, сердце работает, или там томограмма некая осталась, да, но после того, как мы убрали из нее информацию персональную, она не конфиденциальной становится. К ней не предъявляются те законные требования, которые определяются конфиденциальной информацией. И не требуется согласия пациента на их обработку и какие-то манипуляции с этими данными. Поняли о чем? То есть некие диагностические заключения пациента, ну вот я еще раз говорю, разного рода, из которых деперсонифицированы, они не требуют согласия, чтобы с ними дальше какие-то манипуляции. А какие манипуляции? Они используются в тех случаях, когда не требуется сопоставление с конкретным пациентом. Например, для статистической обработки. Когда мы собираем данное множество пациентов, нам фамилии их уже не интересны. Мы их обезличиваем, эти данные, чтобы узнать о процессах заболеваемости, смертности, какой-то успешности лечения и чего-то. Нам для статистической обработки не нужны персоналии пациентов. Но смотрите, для научных целей мы используем информацию, полученную от исследований пациентов, и нам тоже, в общем, они уже становятся не персональными данными. И требования, согласия пациента на манипуляции его данными, вернее, они уже не его данные. Да? Ну и, коллеги, заметьте, для учебных целей студентов на каких материалах вы предлагаете учить? Где брать те кардиограммы, рентгенограммы, на которых в современном их понимании, на компьютерные все эти процессы, на которых вы хотите учить студентов? В том же лечебном учреждении, деперсонифицировав их предварительно. Да?
Вот и все. Вот вас, почему я этот вопрос отдельно рассмотрел, потому что это вот научные и учебные цели. Информация от пациента берется путем деперсонификации, да, готовится. Значит, дальше, вот один момент. Значит, ну и еще есть несколько похожий процесс, но отличающийся. Это процесс анонимизации данных. Это когда данные не деперсонифицируются, когда вот эта персональная информация заменяется неким кодом или неким криптонимом, условным именем. То есть персональная вот эта фамилия, имя пациента заменяется неким шифром, что ли, скажем так, да, который знает только он сам и доверенные там врачи, да. То есть информация, это доступ есть, но чья она может установить только тот, кому предоставил вот этот шифр, этот сам, например, пациент. Ну для чего это нужно? Это используется в случаях, когда пациент сам организует сбор, накопление и передачу на хранение своих медицинских данных в неких сетевых системах, сейчас про них скажу, и при анонимном лечении, например, да, часто используется вот эта вот анонимизация данных. Но тут, вот, к сожалению, могу привести вот глобально, пока у нас не очень эти глобальные сетевые системы, у нас развиваются медицинские системы на уровне государственных и так далее. Были две попытки, почему были, говорю, в прошедшем времени. Вот он Google Health, вот даже здесь ссылки подготовил, но думаю, вы сами на них сходите. И Microsoft Health Wallet. Это были две попытки создания неких систем, в которых пациенты могли сами складывать, накапливать свои медицинские данные, отправлять их там на консультации и так далее, то есть манипулировать в неких хранилищах. Но, к сожалению, вот эта система закрылась в 2012 году, так не раскрутившись, это в 2019 году прекратилось существование, и как бы были удалены эти данные. Видите, вот этот рывок такой глобальный не получился, но к этому мы со временем придем. Мы пока все равно сейчас идем, мы уже говорим к неким крупным системам хранения информации, пока на государственном уровне, да, мы к этому идем, но когда-нибудь следом за этим, наверное, следующим шагом, вот это, видимо, попытки были слишком ранние, не готово было наше общество поднять эти системы, значит, ну, я даже не знаю, можно заглянуть туда, посмотреть Google Health. Там, например, сайт до сих пор существует. Можно на него заглянуть. И там он как бы такого виде. Вот он до сих пор Health Google работает, да. Но, к сожалению, уже не занимается хранением. Он занимается вопросами рассмотрения каких-то пандемий, вопросы вообще Live You Healthiest Life, да, вопросов таких общественно значимого, скажем, характера, да, ну вот они вот, но хранением данных он уже с 2012 года не занимается. Еще раз говорю, немножко рано мы немножко начали, рано эти две крупных компании попытались создать системы, не готовы, но мы к этому, когда все равно придем, мы все равно этим путем идем к созданию неких единых систем хранения, об этом говорилось в начальной лекции, об этой государственной, этой единой системе хранения этой медицинской хранения и работы и доступа к медицинской информации. Вот что касается этой медицинских систем. Чтобы в таких системах работать, но, кстати, и в той самой государственной работать, тоже нужно иметь некие криптонимы, доступы, некие условные имена, да, в этих системах. И они везде нужны для доступа, обозначения себя как объекта принадлежности этой информации, то есть замены фамилии на криптоним. Значит, дальше что у нас? Значит, административный уровень. Следующий уровень у нас уровень информационной безопасности административный. Это когда некая администрация учреждения нашей медицинской организации занимается разработкой или реализацией непосредственных уже мероприятий по созданию информационной безопасности, учитывающие особенности защищаемых информационных систем. Когда главный врач с некими специалистами, с заведующими отделениями, не знаю, с кем еще, садится и начинает создавать стратегию, да, или разработать программы работ в области информационной безопасности и обеспечения выполнения в конкретных условиях. То есть это некая такая административная задача планирования. Планирование там, закупок оборудования, планирование этапов обеспечения, внедрения там, систем защиты, систем обмена информацией, регламентов работы с информацией, вот тех самых доверенных лиц и многих-многих вопросов рассмотрения. Все это происходит на неком административном уровне, опираясь на предыдущий правовой, естественно, да, в рамках того правового уровня, который был. То есть это вот необходимый этап, да, разработки системы информационной безопасности в лечебном учреждении, административно, со специалистами, не единолично там какими-то руководящей работой, а с привлечением специалистов в этой области и так далее.
разрабатывается некая стратегия, да, или практические мероприятия по созданию системы в лечебном учреждении информационной безопасности. Значит, на административном, но это уже вот связь его с третьим этапом, да, что здесь разрабатываются механизмы защиты, которые будут непосредственно реализовываться на третьем уровне программно-техническом. Ну и вот еще раз подчеркну, да я уже сказал, программа с содержанием административного уровня является следующее мероприятие. Это первое, проведение анализа угроз и рисков расчета, да, то есть откуда вот эти искусственные или естественные угрозы идут, естественного или искусственного характера могут быть, и кто заинтересован, может быть, в нарушении безопасности и так далее, как от него, и какие риски это будет нести работе лечебного учреждения, да. Значит, и на основании этого разработка так называемой даже не просто стратегии, политика безопасности. Кстати, это такой термин в информационных технологиях, общепринятый, и он функционирует даже на ваших смартфонах, ваши знают, что такое политика безопасности, потому что она в них, производитель все время ее обновляет, это некие наборы правил функционирования информационных систем. Это такой общепринятый в информационных технологиях термин политика безопасности. Значит, вот административный уровень, надеюсь, вы уже поняли, о чем речь, да. Ну и программно-технический уровень, значит, программно-технический уровень, значит, мы, пожалуй, с вами, давайте, коллеги, программно-технический уровень рассмотрим, извиняюсь, так, программно-технический уровень рассмотрим мы после перерыва. Сейчас у нас 10-минутный перерыв.
Значит, глубоко уважаемые коллеги, продолжим нашу работу. Значит, мы остановились на чем? На третьем уровне обеспечения информационной безопасности, программно-техническом, который, мы сказали, в свою очередь, планируется на предыдущем, на административном уровне, который, в свою очередь, основывается на правовом уровне. Значит, программно-технический уровень включает следующие подуровни: физический, аппаратный и программный. Ну или технический, может быть, вам более будет понятным, а вообще в кругах технических он называется аппарат. Значит, о чем же здесь речь? Значит, вот вкратце давайте рассмотрим. Вкратце, значит, физический уровень обеспечения информационной безопасности. Подуровень, вернее, физический этого третьего уровня решает задачи с ограничением физического, так называемого, доступа к информации. Это стены, замки, ограждения, решетки и так далее. То есть это запирание информации физическое, то есть изолирование хранилища информации от какого-то, во-первых, как естественных причин характера, которые могут нарушить эту информацию, так и искусственных, от каких-то людей, которым доступ туда не рекомендован, да, вот так. Значит, физически, ну, вы, надеюсь, поняли, о чем речь, да, физическая защита хранилища информации. Значит, аппаратные, специальные технические устройства для обеспечения безопасности, средства резервного копирования, средства доступа к информации, какие-то дополнительные к обычному компьютеру устройства, занимающиеся именно обеспечением вот этой конфиденциальности, либо целостности, либо реализации доступности. Да? Значит, программный — это набор специального программного обеспечения для обеспечивающих контроль доступа. Вот это антивирусный, вот самый характерный, пожалуй, пример, наверное, вот программный, это антивирусный, самый понятный вам, вернее, пример. Антивирусные программы, именно цель которых является защита информации, обеспечение целостности этой информации статической. Значит, вот то есть обеспечить в итоге можно тремя подуровнями, тремя способами, да? Заперев информацию, ограничив к ней доступ, применив специальные устройства в компьютер, в дополнение к компьютеру, и применяя специальные программы, да, гарантирующие вот эти три стороны процесса безопасности. Вот так, наверное, в простейшем виде, значит. Ну вот мы классификации рассмотрели, теперь мы вот в общем-то из всего уже сказанного рассмотрим, вот назовем это отдельные элементы информационной безопасности или отдельные технологии. То есть отдельные некие точки из того процесса, который был склассифицирован в предыдущих слайдах. Рассмотрим, назовем это так, тут не будет уже некой классификации, будет просто более подробное обсуждение отдельных элементов информационной безопасности, наиболее важных. Значит, ну вот мы вот упоминали уже с точки зрения обеспечения статической целостности, вот здесь сказано статической целостности, да, как такое понятие, как резервное копирование. Важное понятие, оно относится как к инженерному персоналу, как и медицинскому, и к вашим личным, да, к сохранности ваших личных данных. Ну вот на английском это называется backup, да, создание резервных копий. Система резервного копирования данных предназначена для поддержания уже упомянутой статической целостности данных. То есть обеспечение неизменности и снижение влияния естественных и искусственных причин на нарушение сохранности вот этой статической целостности. То есть обеспечение неизменности информации при ее хранении. Значит, основной принцип копирования заключается в постоянном размножении на несколько физических носителей, то есть размножение информации в несколько точек хранения. Да? Расположены они могут быть рядом, то есть в одном компьютере два диска может стоять, так и расположены, что более надежно, если это хранилище будет резервное расположено где-то в другом физическом месте, в географическом месте, да? От основного хранилища информации. Ну, это вот есть такие технологии, виды как зеркалирование жестких дисков, то есть когда информация автоматически просто размножается на несколько дисков. Это сюда относится процедура архивирования, то есть периодического перекладывания копий информации, там, ну и прочие там виды технологий, связанных вот с резервным копированием. Технология очень важна, еще раз касаясь как той информации, единого блока информации, который на серверах вашего лечебного учреждения хранится, так и, в общем, вашей персональной информации, которую на своем компьютере, на своей флешке носите или где-то. Задуматься об этом стоит каждому, да, потому что
не только искусственные причины, как мы уже упоминали, могут привести к разрушению информации, но и естественные причины. Старение носителя информации, дождь, снег, там, водой залитие там, или какие-то еще там причины естественные, искусственные, как мы говорим, случайного либо преднамеренного характера. Вот так мы это достаточно хорошо в классификации эти причины в самом начале сказали. Вот об этом надо думать и помнить, что есть такая вот технология, очень важная, как резервное копирование. Рассмотрели отдельный блок. Значит, следующий блок, вопрос информационный, не следующий, он просто мы выдергиваем, особенно отдельно, особенно важные блоки рассматриваем. Авторизация доступа. Мы говорили про доступ, про подтверждение прав. Важно здесь процедура авторизации рассмотреть достаточно подробно. Авторизация – это процесс подтверждения пользователям своих прав на доступ к определенной информации. Ну и существует, в общем-то, на данный момент 3 вида авторизации. Всем вашим знакомым, особенно первая авторизация по текстовым реквизитам. Имя плюс пароль. Да, это вы обширно пользуетесь. Второй группой авторизации вы тоже широко пользуетесь. Вот банковские карты. Да, когда авторизация усиливается, это более усиленный, потому что это самый слабый способ за обеспечение информационной безопасности, авторизация по имени, паролю, ну, сами понять, по каким причинам. Потому что вы к ним безобразно можете относиться, где-то раздавать их всем, писать на бумажке и держать в верхнем ящике стола там записанный пароль или на доску, или вот на стенде там в ординаторской приклеить, да, и так далее, да, поэтому вот это не самое надежное. Вторая – это аппаратная авторизация с помощью специальных носителей, смарт-карт, электронных ключей. Этим вы тоже пользуетесь для доступа к финансовым операциям, да, где вы дополнительно имеете некое физическое устройство с чипом, которое вы подтверждаете в то же время и паролем, называем там пин-кодом. Да? То есть двойная некая защита уже получается. Ну и третье, как самое вроде считается надежным, вы тоже уже широко перешли. Сейчас все смартфоны, дактосканеры практически современные имеют, и вы как-то пользуетесь, и удобно, и быстрее. И как бы, ну, тут тоже надо понимать, да, соотношение. В большинстве случаев более надежно, но есть и минусы, да, у этой авторизации тоже, тут, ну, это разные надо рассматривать. Но тем не менее, физически это самый надежный способ авторизации по биометрической авторизации. Вы с ней тоже знакомы уже достаточно хорошо. Вот 3 вида получения, вы должны понять, что вот 3 у нас возможности доступа есть. Предъявление прав. Ну, давайте более широко рассмотрим биометрическую авторизацию. Что же есть биометрия? Это измерение уникальных, давайте я выйду, значит, измерение уникальных биологических свойств, биологических признаков человека и использование ее для авторизации. В принципе, что такое биометрия? Заметьте, тут некая тонкость. В принципе, медицинская диагностика – это тоже биометрия, измерение неких уникальных биологических свойств. Просто используем мы эти измерения с целью там, постановки диагноза и моделирования болезни. Здесь тот же процесс измерения неких биологических признаков, но используется для распознания уникальности. Какие? Черты лица с камер сейчас популярное распознавание в потоке людей, определение черт лица по видеокамерам, очень популярный способ авторизации. Сетчатка глаза, ну такой есть, но он технически сложный, поэтому мало популярный, хотя достаточно надежный. Узор кожа пальца, вот, пожалуйста, это вот самый дактосканер, широко сейчас используется в смартфонах, самый, наверное, пожалуй, сейчас доступный из всех биометрических. Форма подписи тоже на достаточно движение уникальное, не сама картинка, поймите, подписи, а вот та траектория, которую совершает человек, расписываясь на каком-то электронном там устройстве, это тоже давно известно. Иногда, когда нужно контролировать потоки, хотел сказать пациентов, нет, потоки людей где-то, значит, можно контролировать механические вот свойства переноса веса, да, при ходьбе тоже, когда это вопросы вот что черты лица, контроля неких потоков людей. Самый, конечно, о котором мы мечтаем, самый надежный, но он пока практически нереализуемый, но где-то в далеком будущем он когда будет, когда у нас ДНК станет, когда мы научимся его легко и быстро, неинвазивно определять, ДНК станет, да, признаком биологическим, для авторизации будем использовать. Температурные портреты тела то же самое, но это, в общем, как черты лица, практически то же самое. Радужка глаза, рисунок, параметры голоса часто используют. Вот сейчас в банковских системах предлагается это, вводят они эту авторизацию по записи по спектру голоса, по особенностям спектральных характеристик. Форма кисти, там, ну, разные, это редкие, да. Динамика работы на клавиатуре вот такой. То есть, вот, когда человеку, если дать, грубо говоря, набить какой-то текст, то каждый из это с разными скоростными и механическими скоростными характеристиками это сделает. Тоже в неких системах, тестовых системах, знаете, сертификация использовалась.
для распознавания человека в системах обучения этого электронного, там тоже эти встают вопросы распознавания вот этих систем обучения и сертификации электронных. Ну вот, есть разные возможности, есть разные, вот какие-то широко используются, какие-то в будущем будут использоваться, какие-то для массовых контроля потоков людей используются, какие-то для разных. Ну, у всех у них задача это биометрия, и все они задача распознавания уникальных каких-то личностей. Для нас мы это используем для подтверждения прав, вот именно в данном случае, на некую информацию. Можно и каких-то других целей использовать, но вот в данном случае мы действуем так. Значит, дальше, что еще один элемент отдельной информационной безопасности, мы тут достаточно подробно его коснемся, шифрование. Мы говорили о проблеме передачи, там вот в диаграмме Вена рисовали, да, и при передаче информации вдруг оказывается, что особенно остро встает проблема ее конфиденциальности. Помимо целостности, да, но там, мы там передачу, да, мы как раз там и говорили, именно проблема конфиденциальности, мы ее и обозначали на пересечении. При передаче встает проблема конфиденциальности. Как обеспечить, передавая часто по открытым сетям, коими мы пользуемся активно, тем же самым интернетом, как обеспечить ее конфиденциальность? Обеспечиваем мы ее с помощью шифрования. Что такое шифрование? Преобразование элементов информации с помощью некой математической операции, математически это процедура, после которого восстановление исходной информации становится трудным для всех, кроме лица, которому предназначается информация. Вот такое общее определение. Да? Это некое математическое преобразование информации, делая ее нечитаемой. Да? Кроме того лица, кому она предназначена, ну вот так в общих чертах. Сейчас мы про пароли поговорим про эти дела. Значит, давайте обозначим дальше. Значит, что шифровать, какого здесь не пароль, правильно говорить, да? Основой этого процесса является некое математическое значение и набор, чаще цифр, это мы понимаем как букв. Вот пароль это набор букв, а ключ это все-таки длинный набор цифр. Потому что пароль это то, что мы в памяти можем сохранить и так далее. Компьютер этим не занимается, ему удобнее очень длинный набор цифр хранить, чем коротенький набор букв, который человек. Да? Вот этим самым ключ отличается от пароля. Да? Поэтому чаще сейчас пользуются понятием ключ все-таки. Используемый для однозначного преобразования информации. Сложно. Значит, существует два вида шифрования с точки зрения вот использования ключей. Так называемое симметричное, вот привычное, с закрытым ключом. Сейчас мы обсудим, да? И вот это современное, которое просто прорыв вот сделало и позволило нам многие вещи решать и в интернете, в финансовой в том числе, это так называемое асимметричное. Пара ключей, закрытые и открытые. Сейчас вот про них тоже на некой схемке попытаемся пояснить. То есть два вида шифрования. Классическое это с одним ключом и с двумя ключами асимметричное. Значит, давайте поставим проблему это шифрования, вот именно проблему этой передачи и сохранения конфиденциальности. Значит, существует два врача, которым нужно обменяться информацией. Вот эта информация. Информация облачена в некий электронный документ. Не искаженный, заметьте, вот ровными линиями я исходный электронный документ формулирую. Значит, еще раз, задача состоит в передаче информации от одного врача к другому на любое расстояние неопределенное, по любым сетям и так далее. Что происходит? В чем же проблема? Значит, передаем мы документ. Проблемы-то вроде бы никакой. Взяли интернет, переслали документ. Но не все так просто, поскольку мы в открытом обществе и сетях работаем, то существует некий злодей, охотящийся на эту информацию. Да? И он-то тоже подключен к интернету, ну, упрощая, да, тему. И он, естественно, может перехватить этот поток данных и вот совладеть этой информацией. Вот все очень просто. Вот проблема. Врач 1, врач 2, злодей. И вот злодей это тот, кто неправомерно перехватывая во время передачи, да, не крадет он у вас этот документ, а в процессе передачи его посредине перехватывает. И завладевает информацией какими-то своими там, криминальными целями. Вот проблема, которая требует решения, и решается она путем шифрования. Значит, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как раз у нас два пути решения, два способа. Я надеюсь, проблему вы поняли. Давайте рассмотрим два решения. Ну, вот, так, решение номер один сначала, не будем забегать вперед. Исходная позиция та же самая. Врач номер один. Значит, документ, передаваемый врач номер 2. Значит, как поступим? Значит, возьмем ключ. Вот он самый ключ, я вот обозначил. Да? И некая математическая операция, это же электронный документ, это же не бумажка, да, в конверте. Да? Это документ электронный с информацией. Мы эти буковки, его значки преобразуем. Вот так волну я изобразил измененный документ.
мы с помощью некого ключа, то есть некой последовательности там цифр, букв или пароля, как может быть вам привычного более понятия, зашифровываем документ. Классический способ. Дальше что мы делаем? Мы этот документ передаем, значит, другому врачу, значит, и врач берет такой же ключ, да, заметьте, он такой же, с двумя палочками, здесь очень важно в наших схемах форма ключа. Подбирать такой же ключ и с помощью него же расшифровывать, и все, казалось бы, красотень, да. Красотень, документ расшифрованный, вот он исходный, он его читает, принимает решения там и так далее. Все, казалось бы, хорошо в этой классической старой схеме шифрования. Значит, здесь, смотрите, злодей, страдающий, сидит, и как бы что? Значит, он имеет, он же перехватил документ, но перехватил он его зашифрованный, да, и все, и вот он бедный страдает, расшифровать-то ему нечем, у него вроде как ключа и нет. Но вот в этом-то и главная проблема. Проблема так называемое шифрование, проблема обмена ключами. Вот вы можете много детективных фильмов смотреть, как там эту проблему изображают. Там книжка, 5-я строка, там 8-я буква, возьми то. Ну как? Проблема заключается в чем, если правильно сформулировать, посмотрите. Каким же образом врач номер 1 должен передать ключ врачу номер 2? Ну, мы со студентами смеемся, когда этот вопрос в аудитории задаю, мне говорят, по секретным каналам передать. По каким таким секретным? Чтобы иметь секретный канал, по нему сам ключ надо передать и по секрету. Чтобы создать секретный канал, надо сначала ключ передать. Ну и так далее. В общем, много сложностей с обменом ключами. Нет никаких секретных каналов. У нас все каналы, мы исходим из той позиции, что у нас все каналы, в общем-то, открыты, и пользуемся мы открытыми сетями, несмотря на то, что где-то защищая информацию, передавая ее даже конфиденциально. Вот классическая проблема шифрования, проблема обмена ключами. То есть, каким образом ключ, с помощью которого врач зашифровывает, передать второму врачу. Съездить к нему в гости, да, сами понимаете, это очень тяжелая, непонятная процедура в этом информационном сообществе, когда мы каждый день что-то передаем, терабайты информации туда-обратно, бегать и ездить, возить ключи с собой. Не решение этой проблемы. То есть, вот этот классический вариант шифрования, описанный во многих этих художественных шпионских фильмах, не подходит нам, потому что мы не можем, не знаем, как решить проблему обмена ключами. А так он, конечно, красивый, вот он расшифровал, зашифровал. Поэтому человечество так массово перешло на решение номер 2. Выглядит это решение следующим образом. Значит, исходная ситуация, повторяю, та же самая. Врач номер 1, врач номер 2. Значит, документ, требующий для передачи. Сейчас внимательно, медленно, мы сейчас медленно и очень соображаем. Значит, и вот тут человечество должно благодарить неких математиков. Сейчас даже не скажу, если вас интересует, вы можете их там конкретно фамилии, кто это вот занимался там этим, которые создали специальный алгоритм. Алгоритм некий математический, который разбил эти ключи на 2. Они создали такую математическую функцию, в результате которой создаются 2 ключа. Еще раз напоминаю, ключ это длинная, там 250 символов, 500 символов, последовательность цифр. 500 цифр, да, вот называется ключом. Разной длины ключи есть, там, значит, ну пусть 250 символов ключ, да. Значит, так вот, в этом алгоритме создается так называемая пара ключей. Один из которых предназначен для зашифровывания информации и не может быть никаким образом использован для ее расшифровывания. Второй из которых предназначен для обратной операции, для расшифровывания, но информации, зашифрованной своей парой только. Для расшифрования информации, зашифрованной вот этим первым ключом. Вот мы давайте их так и обозначим, заметьте. Вот. Но заметьте, тут интересная особенность, что мы вот на этой стороне начнем деятельность. Мы не отсюда начнем, документ здесь, а работать мы начнем отсюда. Заметьте. Вот он тот ключ номер 1, который... Ну это не он, это другой алгоритм, другая пара. Вот ключ номер 1, который будет зашифровывать, а вот другой формы ключ, другой, я подчеркиваю, ключ, другая последовательность цифр, вот с 3 палочками, которая будет расшифровывать. Да? И только так, нельзя, так построен алгоритм, и в общем-то достаточно и жизнью уже, и математиками, так, теоретиками доказано, что имея в наличии один, подобрать другой невозможно. Можно только вот этим методом так называемой грубой силы, методом перебора паролей как бы только действует. Имея один ключ, узнать другой невозможно. Это доказали уже множеством
И жизнь уже это доказала, и теоретически доказала. Но обратите внимание, выполняется это на компьютере принимающей стороны. То есть принимающая сторона, этот компьютер этого врача номер 2 создает эти два ключа. Вы поняли? Один для зашифровки, другой для расшифровки. Значит, что делать дальше? Дальше ключ для зашифровки отправляется по совершенно открытому каналу, по сети интернет, не прячась, отправляется к врачу номер 1. Ключ для зашифровки, еще раз говорю, вот из этой пары. Только один. Значит, что дальше? Дальше, значит, ну, соответственно, врач номер 1 делает ту же операцию, он его берет и зашифровывает документ. Вот, ну, вот я волнуюсь, зашифрованный документ, да? Это ключ для зашифровки, он преобразует содержимое документа с помощью ключа в некую зашифрованную форму. И отправляет ее сюда, да? Значит, он ее отправил. Здесь что? Здесь врач достает второй ключ, который он же и получил из пары, но это четкая пара ключей, да? Достает второй ключ и расшифровывает, соответственно, документ. Значит, и получает вот исходный документ. Смотрим, что же имеет злодей наш любимый. Значит, злодей что имеет? Злодей, который все перехватывает, что тут курсирует между врачами, он имеет что? Он имеет зашифрованный документ и ключ для зашифровки, извините, да? Но он же его тоже перехватил, он же следит за людьми. Шпион-то следит, и он все это перехватывает. Он перехватил ключ для зашифровки, напоминаю, и документ. Но расшифровать-то документ, вот этот ключ не предназначен для расшифровывания. Он не может его расшифровать. Вот он надо было со слезой тут изобразить, сидит и плачет злодей. Вы, коллеги, поймите, вот эта простая, непростая, она очень достаточно сложная система, она сейчас работает везде реализована. И ваши манипуляции с вашими банковскими картами в интернете, какие-то попытки платежи проводить на разного размера сумм. Вся работа банков, вот интернет-платежных систем только на этом основана. Любые защищенные соединения, сейчас обратите внимание, вы на любой сайт какой-то зайдите, хоть наша академия сейчас с этого года, хоть на Google зайдите, вам сразу встречная сторона переключает вас в так называемый защищенный режим, там сверху замочек такой висит, да? И это означает не что иное, как, значит, шифрование. Я даже не знаю, но давайте вот мы с вами зайдем в Google, просто глянем. Значит, любая система, давайте наберем вот Google.com и в чем мы убедимся. Посмотрите, видите, здесь вот сверху висит замочек такой. Мы на него нажмем. И посмотрите, будет написано «Безопасное подключение». Секунду. Сейчас, одну секунду, перед сценой выйду. Значит, и вот сюда, да. Посмотрите, будет написано «Безопасное подключение». Вот это не что иное, как обмен ключами между сайтом Google поискового сервера и вас. И сейчас это используется практически везде, не только там, где связано с деньгами, там и с этим, да. Вот это безопасное подключение и обеспечивается вот именно тем способом, который мы с вами только что рассмотрели. Постоянным, многократным, постоянно меняются ключи, они там не пожизненно выдаются, они очень постоянно меняют, вот этот процесс повторяется постоянно, чтобы обеспечить вот эту защищенность обмена вашей информации с такими даже простыми, кажется, службами, как Google. Ну, давайте убедимся в том, что я вот скажу, ну вот чит GMA.ru, например, да, наберем, давайте посмотрим, что здесь то же самое, да. Вот сайт нашей академии, давайте мы убедимся, вот, пожалуйста, безопасное подключение, сертификаты, кем выдано, да, и так далее. Абсолютно вот тот процесс шифрования, он здесь обеспечивается при работе вами в интернете, да. Так, ну давайте вернемся к презентации. Значит, вот эта глобальная процедура, так называемая, значит, асимметричного шифрования с помощью пары ключей. И хочется, чтобы вы его вот так вот в этом мультике, в примитивном виде, в самом, в котором я смог, я вам как бы это продемонстрировал. Значит, решение номер 2. Ну, вот еще раз, глобально везде используется вот такой способ шифрования информации с помощью пары ключей. Значит, давайте рассмотрим некую следующую тоже важную операцию, но в чем интересно, это как бы рассмотренное нами шифрование наоборот. Это то же самое шифрование с помощью
пары ключей, но перевернутая с головы на ноги. Сейчас поясним. И задачи оно решает другие. Оно не задачи конфиденциальности, оно задачи целостности, да, решает, обратите внимание. Задача статической целостности. Если мы с помощью шифрования решали задачи конфиденциальности, да, информации от посторонних лиц, то с помощью цифровой подписи, вот вы поймите, у вас тоже в некоторых зачетном проекте эта тема есть, мы решаем другие задачи. Цифровая подпись – это реквизит электронного документа с использованием той же пары ключей, позволяющий установить отсутствие искажения информации в электронном документе с момента формирования подписи и проверить принадлежность подписи владельцу ключей. Вот что такое подпись, да? Это защититься от изменения информации, то есть от нарушения статической целостности, как мы уже говорили. Другая сторона безопасности и другую задачу, но тоже очень важную задачу решает цифровая подпись. Давайте посмотрим, как работает. Значит, ну, сразу скажем, что цифровая подпись может храниться в разном виде. Она и в виде некого файла может существовать в системах в более упрощенном виде. Ну, защищенные и незащищенные сказано, да, вот. Она может на смарт-картах, на специальных устройствах, специальные токены, электронные устройства для цифровых подписей. Смарт-карты, вот ваша это банковская карта, смарт-карта, да, некий аналог на специальных устройствах. Ну и можно ее на обычных устройствах, на флешках, карта памяти, даже по интернету как-то обменять сертификатами вот этими цифровых подписей, но это уже менее защищенная ситуация, когда подписи циркулируют в виде файлов на незащищенных устройствах. То есть два вида устройств на цифровой подпись: защищенные и незащищенные. Ну, тут зависит от критичности информации, применения тех или иных. Ну, как они выглядят, вот разные, да. Это у нас, мы уже говорили, это устройство вот дактосканера, там вот эти токены, про которые вот смарт-карты, да, но вы с ними знакомы. Вот токены, некие специальные электронные устройства, да, часто вот с тем же самым USB-разъемом, но это не флешка, да. Это не USB-флешка, это просто похожее внешне для подключения компьютера через USB некое электронное устройство, куда вписан этот ключ, да. Ну вот карты, ну картам нужен просто картридер, карты сами по себе к компьютеру сложнее подключить, поэтому для компьютерных манипуляций вот эти токены используются. Это вот защищенные устройства, да. Значит, ну давайте проблему рассмотрим. Проблема, я номер 2 пронумеровал, там была первая проблема шифрования, это проблема цифровой подписи. Значит, ситуация исходная абсолютно та же самая. Врач номер 1, врач номер 2, документ, которым надо обменяться. Задачи другие, проблемы. Проблема по-другому звучит. Смотрите, проблема выглядит геометрически по-другому. Злодей не просто перехватывает документ, а он его целиком перехватывает. Он не дублируется документ, он по пути всадника вашего, грубо говоря, скачущего с документа перехватывает, вынимает у него, ну как, знаете, в Древней Руси, так в фильмах был, выхватывает у него из сумки, крадет этот документ и подменяет своим. Заметьте, вот не целиком, а нужный ему момент документа он берет, заменяет. Видите, я вот тут волной одну строчку заменил. Он не совсем, он его подменяет некую информацию в документе этого всадника, и опять этому всаднику, значит, в сумку, я опять это утрирую, да, в электронном виде, в сумку всучает этот документ, и всадник скачет до другого врача и привозит ему уже искаженный документ. То есть, заметьте, здесь не о конфиденциальности речь, а конфиденциальность первым способом решать. Значит, здесь речь о целостности. Это уже документ с нарушенной целостностью. Выгодные ему какие-то вещи, мы не будем сейчас обсуждать примеры, да? Вот этот злодей внес справки в этот документ. Значит, вот как выглядит проблема, да, с которой пытаемся мы бороться с помощью цифровой этой подписи. Значит, как выглядит решение? Ну, решение я тоже обозначил номер 3, у нас там 2 было решение, просто какую-то сквозную нумерацию проблемы решений. Да? Значит, как выглядит решение ситуации? Та же врач, документ. Значит, смотрите, что уже на этой стороне происходит тот же процесс генерации и создания двух ключей, ключа для зашифрования и для расшифрования, но здесь со стороны источника информации. Да, вот уже перевернутая, я говорил, ситуация перевернутая немножко шифровать. Значит, дальше что делается? Дальше, естественно, берется ключ для зашифровки и зашифровывается документ. Нормально, после его изготовления он зашифровывает. Дальше происходят совершенно странные вещи. Значит, дальше вот этот отправитель берет второй ключ и засовывает его внутрь этого письма. То есть прикрепляет его к письму, в этот конверт. Да? Конверт вместе с письмом кладет ключ для расшифровки. Он никак не обменивается с тем, просто берет и кладет ключ для расшифровки. То есть и все это отправляет, этот конверт, значит, туда. Значит, вот приходит сюда, но секунду, пока про врача, да?
Значит, приходит этот пакет с ключом для расшифровки к врачу, он, естественно, просто его компьютер, вернее, это, да, что же делает его компьютер извлекает ключ и расшифровывает документ. С этим все понятно на стадии врача. Что же происходит в логове злодея? Да? В логове злодея, значит, происходит следующая вещь. Значит, ему достается, мы уже сказали, зашифрован документ и ключ для расшифровки. Расшифровать он его может, прочитать, но поймите, коллеги, мы не за конфиденциальность защищаем. Если нам нужно будет защищать конфиденциальность, мы прибегнем к предыдущему способу, к шифрованию дополнительно. Здесь мы делаем другого, мы от искажений. И смотрите, коллеги, он прочитать этот документ может, изменений он не может внести. Потому что, чтобы ему внести, после внесения изменений, ему же опять зашифровать надо, да, документ. То есть он, например, его расшифровал, внес нужные ему изменения, а зашифровать-то у него нечем. Вернее, это, ну там сложнее немножко проблема, коллеги, вы уж мне простят, кто, не знаю, технический специалист, что я в таком примитивизме рассказываю, тут вопрос тоже сертификации ключей, много всяких проблем, но тем не менее, я уж совсем примитивном уровне рассказываю. Он может расшифровать, может нести изменения, но не может опять зашифровать его с той же подписью, да, чтобы отправить измененный документ. Вот в чем дилемма этого ключа. Проблема наоборот, понимаете, когда циркулирует ключ, наоборот, так называемый ключ для расшифровки циркулирует. Если в предыдущем цикле мы пересылали, наоборот, ключ зашифрованный, то здесь все наоборот, проблема меняется наоборот. Вернее, технические решения наоборот. Тот же математический алгоритм создания ключей, но решается кверх ногами. Но и задачу мы решаем другую, поймите. Если нам нужно будет решить задачу и конфиденциальности, и, значит, целостности, тогда мы будем два их совместно. Мы и зашифруем, еще и подпишем, да, это зашифрованное. Тут уже мы будем совместно решать и шифрование, и там прятание ключа от закрытого шифрования внутри. В общем, там сложное сочетание, эта тема вообще очень достаточно сложная. Я, насколько смог, вот для вашего этого мозга будущего врача, но чтобы оно у вас осталось, это не пустое место, чтобы это не было волшебством, чтобы в вашем мозге вот это все не было заменено волшебством. Я вам специально примеры сайтов показал, где это работает и как бы ежесекундно. Значит, и вот такая вот система цифровой подписи. И она нам крайне необходима. Мы рассматривали необходимость в вопросе, значит, электронной истории болезни, вот такая процедура. И вот эти вот, дайте я вернусь, токены-то, где были обозначены, да, и вот такими устройствами подобными как-то вас будут обеспечивать. Хотя пока пытаются просто именем, паролем заменить, да. Может быть, когда-то биометрией вы будете подписывать свои истории болезни. Но пока вот то, что у нас циркулирует вот цифровые подписи вот в защищенном варианте, это вот такие вот устройства некие, да. Как защищенный вариант подписи, да. Может быть, это какую-то карту вам будут выдавать. Может быть, ну, эта проблема необходима в медицине как воздух, чтобы полноценно внедрить, вот помните, я говорил о хаотичности информации, чтобы прекратить эту хаотичность информационных систем, внедрить, наконец, единый стандарт электронной истории болезни, и вот в нем и работать. Да? Но для этого без подписи никак нельзя, потому что мы говорили в предыдущей теме, не в предыдущей, а в теме вот электронной истории болезни, вторая тема была, что персональная электронная медицинская запись – это запись, сделанная конкретным врачом относительно конкретного пациента. Как подтверждение конкретности врача является вот эта цифровая подпись. В разных вариантах, но пока идет вот утрясение, к чему это в итоге придет, но придет, вы поймите, коллеги, вам в этом мире жить в ближайшее время и в дальнейшее тоже. Все будет меняться, когда-нибудь там авторизация биометрическая будет, но пока все выглядит вот так выглядят еще раз проблемы. Напоминаю, так выглядят их способы решения этих проблем. Ну вот в примитивных мультфильмах вам это, значит, продемонстрировал. Еще раз, да, пусть мультик побегает. Вот он, злодей в своей пещере сидит, вот добыть тот самый искусственный, этот не криминальный элемент, да, там, который пытается навариться на том, что на добыче этой медицинской информации там разного рода и финансовые, и о диагнозах, и о чем-то еще. Значит, ну да, вот еще раз, да, это просто уже общая схема. Вот это все то же самое в некой общей схеме, я просто решил додублировать, да. Документ, подписывание закрытым ключом, вот она, цифровой подписи, расшифровка, сверка, так называемый процесс, даже не расшифровки, это называется процесс сверки, да, ключа.
убеждение действительно, что этот ключ принадлежит тому, кто его отправил, там процесс сертификации ключей сложный, да. Не просто мы расшифровываем бежать, что он не менялся, но что подписан он был ключом именно того врача или того руководителя, понимаете, в общем, сложный процесс, видите, он сверки называется даже процесс, а не процесс расшифровывания вот здесь на выходе, да. Хотя технически это процесс расшифровывания. Вот закрытый и открытый, вот пара ключей еще раз. И вот три этапа, да, цифровой подписи. Значит, заключение, да. Давайте заключение из всего сказанного для нашей информационной безопасности. Даже смотрите, даже вот я как пишу, даже при массовом применении технологий защиты информации, вот этих там аппаратных, физических средств защиты, вот, да, которые мы рассматривали, там каких-то резервирований, устройств там хранения, там шифрований и всяких других технических мер, которые кто-то там за вас, специалисты, реализует, роль медицинского персонала по обеспечению процесса информационной безопасности остается неизменно высокой. Потому что, коллеги, поймите, вот все вот эти громкие дела со взломом там разных информационных систем, которые, ну, там, в средствах массовой информации звучат, 95% из них осуществлялись так называемым путем социальной инженерии. Такой термин даже сложился, социальная инженерия. Обманом неграмотного пользователя, сидящего внутри системы, да, и через него, там, внедрением в эту систему, взломом этой системы и получением доступа к информации. Вот поймите, даже где-то, кстати, не привел, зря некое сейчас такой термин циркулирует, социальная инженерия. Это что это такое? Это некими манипуляциями, введение заблуждения персонала, находящегося внутри системы, ну, внутри лечебного учреждения работающего. И через его неграмотные действия, да, попадание в систему, взлом, да, и добыча информации. Вот это, да. И поэтому роль медицинского персонала в понимании вопросов безопасности и в поддержании этого процесса остается неизменно высокой, я говорю. Это же к вам, коллеги, да? Про грамотность еще раз поймите, да, меня правильно, да? Эта роль определяется квалификацией при работе с информационными системами любой сложности. Вот вопрос квалификации, да? Квалификации не только вашей врачебной квалификации, но и квалификации с точки зрения понимания. Чтобы иметь квалификацию, это умение, да? Квалификация — это понимание, то, с чем ты работаешь. Это не просто навыки нажимать кнопку на компьютере. Квалификация — это понимание, зачем ты нажимаешь, что произойдет при нажатии этой кнопки, куда надо вводить информацию, чего нельзя делать, да? Вот это и есть, кроется под словом квалификации при работе с информационными системами любой сложности. Ну вот, пожалуй, в общих чертах эту важную проблему информационной безопасности рассмотрели. Но еще раз, подчеркните, да, себе, я даже не знаю, как у меня тут вот взять, подчеркнуть. Извините, вот я даже возьму, подчеркну, да, квалификация слова для себя. Вот. Вот, да, к слову, квалификация возьму и подчеркну. Чем мы и занимались сегодня, это некими формированием вот этих, ну, как сейчас модно говорить, в образовании медицинском, компетенций, да, при работе с медицинской информационной системой. Они конкретно в вашем учебном плане такие компетенции есть, значит, и особенно в новых программах. И давайте, коллеги, как-то от них не отгораживаться и не сбрасывать это с больной головы на дорогу. Так, ну вот, благодарю вас за внимание, значит, еще раз, пожалуйста, коллеги, посещаем, внимательно смотрим лекции и готовимся к занятиям.